моим сюжетом с тобой, о Колде. В этом ролике я вам покажу новые сливы кадров со съемок второго сезона сериала Локи. Рекомендую смотреть данный ролик до конца, так как если ты не досмотришь это видео до конца, то ты упустишь все сливы кадров второго сезона сериала Локи, которые я показал в этом видео. Конечно, я вам покажу не все сливы, так как я хочу сделать еще один второй ролик. Если тебе понравится это видео, буду рад, если ты напишешь свой комментарий и вышлешь это видео своему другу. Приятного тебе просмотра. Первое, что хотел бы вам показать, это то, что во втором сезоне сериала Локи раскрыли связь с Вечными. Перед лондонским кинотеатром можно увидеть постер вымышленной ленты, на котором изображен Кинга, болливудский актер, которого играет Кумейл Нанджани. Другие постеры фильмов включают в себя пасхалки персонажей Марвел, включая Зониака и телефонного рейнджера. Зониак появился в комиксе Тора под номером 319 в 1982 году и является сущностью, которая обладает различными хозяевами, подавляя их жаждой крови убивать красивых женщин. Да-да, называя их красотками. После убийства сущность перейдет к другому хозяину через множество паразитов, заражающих ее тело. Да-да, такой вот злодей. Белл, или же телефонный рейнджер, был мастером по ремонту телефонов, который обнаружил инопланетную технологию в телефоне, в которой была крошечная инопланетная раса, известная как Селта. Он нашел технологию, воссоздал ее у себя дома и использовал для создания устройства, которое позволило ему напрямую взаимодействовать с любой формой коммуникационных технологий. Затем он создал супергеройскую личность телефонного рейнджера, используя свои коммуникационные способности для борьбы с преступностью. Используя свой специально адаптивный костюм, телефонный рейнджер может использовать свои технологии для подключения к любому устройству связи, в частности к телефонным линиям. А также есть сливы ночных кадров второго сезона сериала Локи, где на них изображен сам Локи и Мобиус возле театра. Вот первый кадр, а вот второй. А также есть кадр из самого театра издалека. Вот он. И вот еще. Marvel Studios начали съемки второго сезона сериала Локи в Лондоне и его окрестностях, позволяя случайным прохожим увидеть декорации и актеров. Во втором сливе кадров второго сезона сериала Локи я бы хотел вам показать первый взгляд на Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона, но он же Мобиус. На нескольких сливах кадров, гуляющих по сети, можно увидеть Хиддлстона на темной лондонской дороге в официальном костюме. У него нет куртки ТВА, и агентов ТВА вокруг него не видно. Поэтому трудно сказать, что именно происходит в этой сцене. Тем не менее, похоже, что старинные автомобили можно увидеть припаркованными на улице, что говорит о том, что это как-то связано с путешествиями во времени. Ну, а чтобы узнать, какой именно сейчас год, у меня есть кадр постера самолета, на котором написано «Аэропорт 1975 года», что может сказать, что они попадут в прошлое, в 1975 год. А вот кадр Мобиуса, там уже где и находится сам Локи. Внешний вид Уилсона Мобиуса идентичен его внешнему виду в первом сезоне, усами и всему остальному. Вот еще один кадр, где Локи в костюме. Постановщики Лунного рыцаря Аарон Мурхед и Джастин Бенсон взяли на себя обязанности режиссеров второго сезона сериала Локи, заменив Кейт Хэрон в этом кресле. Учитывая это, можно ожидать, что новый набор эпизодов будет мрачнее, чем прошлый эпизод. Почему, собственно, ушла Кейт Хэрон? Как сама говорит Кейт, она все сделала, что смогла. Я работала над этим сериалом около 3 лет и поняла, что отдала ему все, что могла. Каждый режиссер приносит в проект свой взгляд, свое видение. И я очень много дала этому сериалу. В какой-то момент подумала, знаете что? Я попыталась. Было ощущение, что нужен кто-то еще со свежим взглядом. Мне кажется, это усилит сезон. Вообще-то и первый сезон для зрителей вышел удачным, экранизируя что-то в ранге максимум фанатского фанфика. Трудно не угодить. Режиссеры второго сезона обещают, что смогут удивить поклонников и самих себя. Недавно Кейт Хэрон ответила шоураннеру Доктора Кто Расселу Т. Дэвису на критику каминг-аута Локи в сериале. Дэвис назвал этот жест смехотворным, малодушевленным и слабым. Но если коротко, видимо, она уже устала от этого. Слишком много она дала себя, видимо. И просто сказала им, да пошло все. Ладно, шутка. Не буду такое говорить, конечно. Также есть сливы кадров, как Локи разговаривает или договаривается с плохой бандой, чтобы их не тронуть. А то, если они его тронут, то им будет капец, как я понял. Если что, это мое мнение. Я на самом деле не знаю, что там будет. Встреча с бандой будет, видимо, после театра. Также есть слитый кадр, как Локи смотрит на сам театр. Понять, почему он смотрит на театр, очень просто. Можно вспомнить кадр самого театра, который я тебе показывал. Вот он. А теперь просто сравниваем, и ты поймешь.
понимаешь. Есть еще такой кадр с Локи, который мне непонятен. Если ты знаешь, что это, напиши в комментариях. Правда, я не понимаю. У меня есть почти такой же кадр Локи возле театра, но только он посылает воздушный поцелуй. На этом все. Если именно ты хочешь попасть в мой ролик, буду рад, если ты поддержишь меня донатом. А то жить-то надо как-то. Да. Спасибо тебе огромное за просмотр. С тобой был я, Колди. И еще увидимся.